звук гитары обалденно. То есть, если вам нужно будет получить чьи-то отпечатки, просто дайте ему послушать вашу музыку. Все, что мне понравилось, это аплодисменты в конце песни. Сравнить по баллам, оценки, какие наушники, сколько набрали баллов, то вот. Ребята, ну, это не для вас. И прям вас аж снесло, понимаете, пронзило этим звуком напрочь. Так как их делают в Китае, правый отлично, левый цокотит. Мирного всем времени. Меня зовут Леха. Я занимаюсь своим хобби акустикой. Сегодня решил приобрести вот такие вот наушники JBL LiveFlex. Обзоров в ютубе, конечно, очень мало. Ну, есть, но не на нашем языке. И, конечно, хотел поделиться с вами, открыть, показать, что входит в комплекте, как они играют, настройки посмотреть. Ну и в двух словах, мне нравится в них только звук. Ну, так что посмотрите далее по видео. Более подробно сейчас будем разбираться с вами, что и к чему. Итак, приступим. Вот такая вот коробка у нас. Вот, гарантийный талон. На 1 год, если не ошибаюсь. Итак, производитель нам пишет, что у нас адаптивное шумоподавление, превосходные микрофоны при разговоре. Здесь у нас мы имеем 6 микрофонов, по 3 на каждый наушник и беспроводную зарядку. Вот, производитель пишет, что у нас 40 часов, общего воспроизведения 32 на бокс, и 8 часов могут сами наушники держать без подзарядки. Но, естественно, время это меняется, поскольку, когда мы включаем адаптивный режим и слушаем музыку, все в разной громкости. И также стиль музыки также влияет на батарею. У кого-то это очень жесткая электрокор музыка или техно, у кого-то это рок, а у кого-то это классика, симфония, да, или просто фильм. Вот кто-то смотрит обычный сериал, а кто-то боевик, соответственно, будет все по-разному. Ну, производитель дал вот такие вот показания, это, скажем так, в довольно экономном режиме. Вот, так что обращайте на это внимание. От 20 Гц до 20 кГц. Напомню, что человеческое ухо слышит в районе от 16-17 Гц до 20-22 тысяч Гц. Ну, конечно, у всех тоже есть нюансы, и все слышат по-разному. Драйвер у нас 12-мм в диаметре и зарядка USB Type-C. Шнурок здесь в комплекте есть. Так, откроем сам комплект. Я его уже открывал. Вот так довольно презентабельно выглядит. Вот здесь имеем сами наушники. Вот я их буквально тронул. Вот они уже начинают что-то нам показывать. Так, скорее всего, не включены, не лежат отдельно. Также бокс с самим кейсом для подзарядки. Так, вот наш бокс. Вот такого типа. Вот мы его открываем. Нам показывает уровень зарядки бокса. Здесь у нас 3 деления. Вот 2 из них сейчас светятся. Давайте достанем сами наушники. Вот такие вот. Кстати, если вы положили наушники, слушали музыку, положили наушники не в бокс, то бокс начинает кричать. Я изначально вообще не понял, что это такое, но это вот напоминание про то, что наушники находятся не в боксе.
очень достойная функция. Потому что если вы где-то запихнули свой наушник, то я думаю, в принципе, есть возможность его найти. Еще не совсем точно понял, откуда идет звук, или с самого бокса, или же это сыграется, скорее всего, сам наушник. Вот. При открытии имеем вот такой вот вид. Глянцевая поверхность оставляет все отпечатки. Так что, если вам нужно будет получить чьи-то отпечатки, просто дайте ему послушать вашу музыку. И дело будет все в шоколаде. Довольно приятно закрывается. Что удивило в первую очередь, это вес. Вес, довольно очень легкий в сравнении с наушниками Apple. Вот, у меня, правда, валялись такие. Вот. Вот сейчас вам по размеру сравню. Вот, смотрите. На самом деле наушники в ухе держатся очень достойно. Очень достойно. Поскольку когда киваешь головой, бежишь, держатся они вообще отменно, при том, что там прорезиненного как бы нет. У нас еще шнур. Производитель позиционирует, что у нас в распоряжении аккумулятор на 690 ампер-часов. Вот сейчас попробую включить. Вольт на 0,48 ампер. Это будет, грубо говоря, 0,5 ампера. 0,6. Вот. В принципе, поэтому можно понять, какая емкость. Это 10% от емкости аккумулятора примерно идет зарядка. В принципе, большинство устройств. Вот по этой зарядке можно понять, что где-то так и есть 520-630 вот в этом диапазоне, где-то так и пишет. Конечно, вольтаж немного поднимется, поэтому да, в принципе так и есть, как позиционирует сам производитель. Так, вот сам бокс. Послушаем же наш девайс. Производитель подмечает, что мы должны одеть наушник вот так и прокрутить еще на, скажем так, с 5 на 7 часов. И тогда наушник держится очень хорошо. В настройках есть, кстати, русский язык, поэтому когда мы каждый наушник вставляем, мы слышим, что наушники подключены на русском языке. Действует здесь сенсорная панель как на одном, как на другом наушнике. Конечно, регулируется и одна, и вторая. Вот одно нажатие, как всегда, play-пауза. 2 нажатия — это следующая песня. 3 нажатия — это следующий трек. Задержать — это можно подключиться к Siri и попросить там уменьшить громкость, добавить громкость или же настроить, как вам удобно. Также, когда включается шумоподавление и тому прочее, сами наушники об этом предупреждают. Разговор достаточно качественный, поскольку микрофоны хорошие. Минус: видео вы записывать не сможете. Я имею в виду снимать телефоном и делать ролики с записью звука на наушники. Да, есть программа, но, если я не ошибаюсь, она стоит $10. То есть вам помимо наушника нужно будет еще приобрести за $10 программу, с которой уже сможете тогда подключить данные наушники. И да, у вас не будет такой звук, как был в вот этих вот наушниках.
я думаю, вы сможете наконец-то записать нормальный звук на видео, включая вот, ну, идя по улице с такими вот наушниками. Но все равно очень весомая альтернатива — это микрофон, который стационарный на проводе, через Lightning, если у вас, конечно, iPhone. В данном случае я проверяю телефон только с iPhone. На данный момент возможности с Samsung или Xiaomi или другими брендами у меня проверить пока что нет. Поэтому только обзор вот обосновываясь сопряжением iPhone. Да, когда, кстати, слушал музыку и открываешь бокс, вытягиваешь наушник AirPods, iPhone сразу же подключается к ним. То есть, ну, грубо говоря, перебивает. Потом мне нужно доставать телефон, чтобы там включить музыку, продлить на JBL-ках. А есть, кстати, вот такой вот сайт Versus на Амазоне. Можете зайти, выбрать любые наушники, не только JBL, любые другие, и просто сравнить по баллам оценки, какие наушники, сколько набрали баллов. То вот Apple AirPods набрали 34 балла из 100 баллов, JBL набрали 76 баллов из 100. И также вы можете сравнить их с любыми другими. Это оценки от производителей, грубо говоря, по характеристикам. Там 5 часов работы против 8. Здесь есть еще очень куча других наушников. И также сравниваются отзывы по звучанию и тому прочее, поскольку сам производитель, ну, про звучание, естественно, ничего сказать, ну, рассказать толком-то не может. Хорошо, но это очень неясно, насколько хорошо, поскольку мало того, что есть чистое звучание, есть наплывистое звучание, есть там кристально чистое, есть там очень доточное, но вариантов массы, и каждому будет свое. Еще плюс каждый слушает свой стиль музыки, поэтому здесь очень разные диапазоны. Но есть, конечно, тот сегмент людей, которым он не понравится абсолютно. И также есть сегмент людей, которые они будут просто превосходные. Итак, давайте дальше об этом. Итак, для любителей хай-энда и кто дома имеет достаточно хорошую акустическую систему, там какого-либо премиум сегмента, или, скажем так, хай-фай класса, не хай-энда, а хай-фай класса, ребята, ну, это не для вас. Эти наушники не для вас, если вы хотите получить что-то подобное. Я вообще вам вот такое вот не советую. Для вас нужно чем больше, тем лучше, поскольку идет поток. То есть в хай-энде вы, да, получаете кристально чистый звук. Здесь драйвер позволяет это сделать. Он очень классно играет, очень точно. Но первый момент, когда я вот самый первый раз только включил их, честно, я был удивлен, негативно удивлен, поскольку в басе, для меня это важно, в басе прослеживался какой-то звук пластмассы дешевой за 200 рублей. Но оказалось, это просто стандартная настройка. У меня в дальнейшем вышло, ну, прибрать это настройкой. Стало лучше, но касательно басов, они низкие. Но нет наплыва, совсем нет наплыва. То есть в хай-энде вот вы сидите, там ровно идет там музыка, инструменты, тому прочее. И бам, там пошел оркестр, тому прочее. И прям вас аж снесло, понимаете, пронзило этим звуком напрочь. Как может 1,2 миллиметра драйвер пронзить ваши мозги? JBL, спасибо, что вы вообще сделали такое устройство. Оно в самом деле мобильное. Но, скажем так, балдеть от всей души от музыки? Нет.
пробежка просто с музыкой, чтобы она там где-то была как на фоне. Но именно сидеть и детально слушать, вслушиваться музыку, нет. Для работы, да, записать видео, да. Классическая музыка, да. Джаз тоже отлично. Меня очень понравился звук гитары. Обалдеть. Я сам когда-то делал гитары. Мне знакомо это, что это звук гитары. Обалденно. Честно, я другие инструменты еще не успел прослушать, но звук гитары просто, ну, блин. В этих наушниках такую музыку стоит в них слушать. Это, ну, вы получите массу удовольствий. Вот. Но касаясь самой хай-эндной музыки, да, вы услышите все довольно качественно, чисто, кристально, но вот даже по тестовому треку, все знают аудиофилы, это у нас Hotel California. Но этот трек, ну, вкратце, что бы я хотел сказать, все, что, слушая в этих наушниках про этот трек, все, что мне понравилось, это аплодисменты в конце песни. И вот этот звук, ну, довольно мало. Звук гитары, как вы поняли. Поэтому довольно контингент, который слушает техно, электрокор, клуб. Это не для вас. Это уж точно не для вас. Но да, конечно, есть много вариантов других, которые... не вариантов, много людей, которых устроит данные наушники по полной программе и даже более. Плюс время работы у них, ну, честно, очень достойно. Я прослушал немного музыки, а у меня всего лишь ушло 10%. Ну, то есть, грубо говоря, упав за руль, проехав, грубо говоря, по городу там 30 минут, блин, вам этих наушников, я не знаю, насколько хватит. Реально на дофигища, это классно. Плюс здесь есть шумоактивное, шумоподавление. Это тоже огромный плюс. Водителей много, людей, машин у людей куча, и поэтому иметь вот эти наушники и даже просто в дороге там заткнуть, ехать. Во-первых, я считаю, что это плюс безопасность, потому что, ну, вы слушаете музыку, вам позвонили, вы не отвлекаетесь, вы ответили на звонок. Да, есть hands-free в автомобилях, но далеко не у всех автомобилей. Еще есть hands-free, еще не все, понятное дело, до этого дошли. Вот, поэтому место имеет быть. Советую. Но та категория аудиофилов, но я вам не советую. Итак, сопрягаем наши наушники с телефоном. JBL Live Flex. Все, мы подключились. Также предлагает производитель программу JBL. Можете скачать на App Store. Называется... Сейчас скажу, как называется. JBL Headphones. Вот. Открываем наши наушнички. Пишет у нас зарядку левого, правого наушника и бокса. 80, 80 и 40. Давайте вот так лучше. Также показывают зарядку, но она настолько маленькая. Ну, по крайней мере, спасибо и на том, что хотя бы хоть какая-то есть. Итак, что у нас тут есть? Уже предлагают обновить прошивку. У нас есть шумоподавление. Вот. Довольно очень хорошая вещь. Personifi. Здесь, вот как я вам рассказывал, изначально меня звучание не устроило. Вы делаете проверку, и вам подается на наушники звук. Вот сейчас мы оденем.
И здесь подается каждый раз, проверяет шум окружения, есть, нету. Из этого исходит, вот, подает звук, левый, правый, и потом подает разной частотой звуки на левое, на правое ухо. Вам нужно держать, звук начинается и нужно отпустить тогда, когда он заканчивается. Таким образом оно автоматически подстраивает настройку наушников, эквалайзер, понятное дело, вот, под ваше ухо, то есть ту частоту, которую вы слышите. Вы помните, это у нас производитель позиционирует от 20 до 20 тысяч герц. Вот, теперь смотрите, я вам покажу немножко иное. Есть вот такого рода программа, генератор сигналов, который идет по частоте. Мы пускаем частоту кратно 100. Вот, 10 сейчас выберем и включим. Мне сейчас идет на наушнике частота в районе 20 Гц, и я ее слышу. Это уже хорошо. Сейчас перейдем на кратность 1 Гц. И смотрите, 19 Гц продолжают, я звук слышу. И я слышу даже 16. Я слышу даже 15 Гц. Все, что меньше, все. Ну, идет уже на колоссальный спад. Но на самом деле это даже круче, чем заявляет сам производитель. Но на 20 Гц уровень уже звукового давления, я думаю, ну, наверное, порядка, не знаю, 55-65 дБ. Вот. Что насчет полностью они раскрываются, ну так, порядка 80-90 дБ. Это вот, ну, 28-30. Это очень хороший показатель. Очень хороший. И что странно, один наушник левый. Вот я громкость на всю. В районе 75% все идеально чисто. Когда я луплю более 75% звук, левый наушник начинает появляется посторонний звук. Я думаю, что это все-таки довольно низкое качество проверка на заводе, так как их делают в Китае. Правый отлично, левый цокотит. И, ну блин, все-таки это JBL могли проверить. То есть, вкратце могу сказать, это низкий уровень проверки продукта. Ну, почему это не было найдено? Это абсолютно новые наушники. Да, попользуясь ими, 3-4 месяца ежедневного прослушивания, они еще прокачаются. Демпфер или резинка по-обычному прокачается, станет более мягкий. И они раскроют максимум свой потенциал. Ну, это где-то на 10, максимум 15% от того, что было. Вот, идем следующее. Верхний частотный диапазон. Верхний частотный диапазон. 16500 я слышу. 16700, 600 я уже не слышу. То есть, по сути дела, я слышу до 16 тысяч Гц. То есть, какие-то супер там кристальные частоты, ну, их нет. Они просто не воспроизводятся. И говорить мне дальше нечего. Вот. Но это не значит, что они в своем частотном диапазоне играют плохо. Они играют идеально и очень хорошо, учитывая,
что, ну, с таким маленьким драйвером они добились такого результата. Ну, это классно, и плюс при этом всем оно ничего не важит. Ну, физику не обдуришь. Если вы хотите какое-то наплывистое, серьезное звучание, вкратце, чем тяжелее, тем лучше. Включая тот же аккумулятор. Вот и все. А по весу они легкие. Это очень классно для мобильности. То есть это чисто мобильно. Мобильно и все. У нас есть эквалайзер. Вот я настраивал эквалайзер свой. Можно настроить так, как уже существующий, так и еще один добавить. Тут вот настройка. Пожалуйста, себе двигайте что угодно. Вот здесь выбирайте под фильм, игру или музыку. В принципе, смотря под что, это уже такая своя личная настройка. Ну, пользоваться можно вполне удобно, доступно. Развлечение голоса у нас, умное аудио и видео, автоматическое воспроизведение, переустановка, то есть когда там вытягиваете, одеваете наушник, балансировка, соответственно, помощник, выбираете Siri, здесь у нас есть еще Amazon Excel. Можно ограничить максимальный звук, найти наушники, то есть если вы где-то их потеряли, также есть режим сбережения энергии. Вот. Ну, достаточно хороший девайс, но, честно говоря, он должен быть немного дешевле. Он должен быть дешевле, возможно, он будет дешевле. То есть мой итог данного девайса такой, что определенные категории людей позволительно могут себе его брать без каких-либо, ну, отличное качество, очень широком диапазоне, довольно детальное, но нет объема, нет порыва, нет силы, очень мобильное устройство, которое долго держит батарею, просто удобно. Просто удобно, блин. Решать вам, ваш он или не ваш. Поэтому успехов вам, успехов мне и мирного нам времени. Па-па.